Всем привет! В сегодняшнем видео буду делать яркий и необычный дизайн. Так что если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Этот дизайн мы делали больше месяца назад. Как видите, материал хорошо относился. Весь гель-лак на месте. Правда, немного изменился цвет вот этой базы с блестками. Она была более розовой, а стала чуть-чуть желтизной. Конечно, не очень приятный факт, но в целом все равно относилось все хорошо. Ну а пока я твердосплавной фрезой полностью спиливаю старый материал, не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. А также, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Моя девочка попросила укоротить длину, поэтому я сразу же это делаю фрезой. С помощью пилки быстро придаю ногтям форму, а также этой пилкой сразу же прохожусь по поверхности ногтей, сглаживаю поверхность, потому что там после снятия фрезой обязательно все равно остаются маленькие неровности, которые потом при покрытии ногтей гель-лаком будут только мешать. Поэтому на данном этапе я пилкой прохожусь по поверхности. На этих ручках кутикула почти не зарастает, птеригия тоже почти нет, поэтому я фрезой сегодня пользоваться не буду, буду делать просто обычный классический маникюр. Сначала пушером отодвинула кутикулу, затем острой частью топориком по возможности вычищаю птеригий, хотя его тут вообще малость и его почти нет. Аккуратно все подбираю топориком, пушером, затем бафом прохожусь по поверхности ногтя, чтобы прям убрать и птеригий, и убрать все неровности, которые там остались, и потом уже увлажняю кожу с помощью самой обычной воды и ножницами уже срезаю кутикулу. Не знаю, как у вас, а у меня иногда после опила пилкой на торцах ногтя остается вот такая бахрома. Особенно она стает видной после того, как уже сделать маникюр. Бахрома это поднимается, поэтому я всегда по торцу перед покрытием еще раз прохожусь бафом, чтобы прям сгладить свободный край и чтобы все было красиво и ровно. Моя клиентка после нюдового дизайна захотела сегодня добавить красок на свои ногти, поэтому мы перекрываем ногти изначально такой молочной базой, а затем будем делать яркий дизайн. А что это будет, вы сейчас увидите. Ну а кому интересно, что это за база, отвечаю сразу, это база от торговой марки Liv. Когда она не заполимеризованная, она вот такая белая, а после полимеризации у нее появляется вот такой молочный оттенок. Как я уже и говорила, моя девочка сегодня захотела яркий маникюр, и она захотела прям такие яркие кляксы вот на такой молочной базе. Я, конечно, могла их и сразу сделать, но мне показалось, что проще будет изначально нарисовать вот такую белую подложку, и потом уже на этой белой подложке делать разноцветные пятнышко, которое я сушу по отдельности. Нанесла изначально желтенький цвет, размыла краешки, затем его подсушила, потом нанесла оранжевый, размыла, затем розовый и потом в конце фиолетовый. Каждый слой сушу отдельно и постепенно добавляю яркости цвета. Конечно, такой дизайн можно было сделать яркими пигментами, но мне захотелось почему-то вот так поиграться с растушевочками. На картинке, которую принесла моя девочка, были еще разные слайдера с надписями. Честно, я думала, что у меня таких даже нет, но когда порылась, нашла в закромах такие слайдера. Я, конечно, удивилась, но, наверное, когда-то я их покупала. Итак, под слайдера я, как всегда, наношу бескислотный праймер, затем устанавливаю, приклеиваю слайдер, и сверху я обычно всегда тоже прохожусь бескислотным праймером, чтобы зафиксировать слайдер. Но в этот раз пошло что-то не так, видно, слайдера не очень хорошего качества, и праймер немного разъел слайдер, особенно один, где были крупные буквы, и он прям стал таким размазанным и некрасивым, поэтому мы его сняли, а остальные оставили. Я и так знала, что не все слайдера можно перекрывать праймером, но в этот раз просто убедилась в этом. Дальше перекрыла ногти топом, и когда он высох, осталось сделать несколько белых прорисовок. Делаю я их белой гель-краской без липкого слоя.
Вот такие яркие пятнистые ногти в этот раз у нас получились. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой дизайн, рискнули бы вы сделать себе такие яркие летние ногти. Ну а также напишите общее впечатление об этом видео. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока. Something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away.